В этом уроке мы с вами научимся создавать элементы, разберем более подробно JSX и вообще разберемся, что здесь происходит поэтапно. Давайте пока вот это мы с вами сейчас закомментируем. Для создания элементов мы будем использовать с вами JSX, который позволяет миксовать JavaScript код и разметку. Давайте сейчас создадим некоторую переменную и назовем ее элемент. Здесь по традиции напишем hello world. Create React App под капотом использует сборщик модулей Webpack. Webpack он запускает Babel и транспилирует этот JSX синтаксис в обычный JavaScript. То есть вот это выражение можно написать следующим образом. Const элемент, дальше React, create элемент, где первым аргументом мы передаем h1, дальше null и вторым аргументом, собственно, сам текст hello world. То есть эти две записи полностью эквивалентны, только за счет того, что Babel вот здесь, он транспилирует именно в этот код. И вот почему, кстати, вот здесь мы делаем импорты React, потому что под капотом, за кулисами, вот здесь React вызывается для создания элементов. Поэтому если здесь импорт React не указывает, то будет возникать ошибка. Дальше используем React DOM. Давайте напишем. То есть React DOM render. React DOM мы используем, чтобы отрендерить данный элемент на странице. И первым аргументом React DOM он принимает сам элемент, который мы хотим отрендерить. То есть мы можем сюда передать элемент. А вторым аргументом мы указываем, куда мы хотим поместить наш элемент. И у нас есть вот папочка public, и здесь есть HTML шаблон, да, индекс HTML. И здесь, если посмотреть, у нас есть div элемент с ID root. И именно в этот элемент мы и будем рендерить наш элемент hello world. Вот таким вот образом. Давайте запустим терминал. PM start. И вот наш hello world. Давайте вернемся в наш код. Давайте посмотрим, что же такое наш элемент. Сделаем console log. Поместим сюда наш элемент. Ctrl-S для сохранения изменений. Перейдем в браузер и посмотрим. То есть это некоторый объект. И смотрите, сколько здесь у нас свойств. То есть есть props, store, но если посмотреть, то их достаточно не так-то и много. А теперь давайте посмотрим, если мы будем делать не через React, а создадим просто обычным JavaScript, как это делает браузер, да, создает какой-то тег h1. То смотрите, сколько браузер создает внутри себя свойств. Вот есть стайл, который еще больше свойств. Вот, а React, он создает значительно меньше. И это очень... то есть наш элемент — это легковесный JavaScript, объект с небольшим набором свойств. Вот, и эта техника создания легковесных объектов называется Virtual DOM. Вот, благодаря этому подходу React настолько быстро работает. Давайте вернемся опять в код. И немножко вот здесь мы можем
переписать и рассмотреть как встраивание выражений. То есть вот здесь у нас может быть, к примеру, некоторый div. И как элемент, то есть мы можем поместить его, используя вот такой синтаксис. Элемент. Вернемся в браузер, посмотрим, как у нас элементы построены. Я не сохранил, да, изменения. И вот у нас идет div наш. И hello world, наш элемент, он встроился. То есть вот так, обрамляя фигурными скобками, мы можем встраивать наши элементы внутрь JSX разметки. Вот чуть-чуть разнесем здесь, чтобы было более наглядно. Дальше это выражение мы можем дополнять каким-то контентом. К примеру, здесь мы можем написать наше приложение. Давайте посмотрим. И вот видите, наше приложение отобразилось вот здесь. Вернемся в код. JSX, он позволяет и вызывать функции внутри разметки. Такие функции должны возвращать разметку или null и быть синхронными. Давайте создадим некоторую здесь функцию. К примеру, назовем render title. Значит, эта функция будет принимать некоторый title и будет что-то возвращать. Возвращать она должна, ну, не должна, а мы сделаем так, что она будет возвращать некоторый JSX. Причем, допустим, мы можем, ну, давайте вот так пока, вот так hello world сделаем, да? Только вот здесь мы вот так title. И внутрь сюда давайте передадим наш элемент. Так, не элемент, а надо в переменную вынести. Ну, давайте вынесем сейчас переменную. И этот title мы передаем сюда. В качестве аргумента функцию renderTitle. И, в принципе, как видите, ничего не поменялось. Но мы использовали с вами функцию. Так, давайте вот это, чтобы я не смущал лишний текст, чтобы все культурно было. Дальше здесь, посмотрите, мы используем div. Но, может быть, нам этот элемент и не нужен. Используется такая техника, как фрагменты в JSX. И фрагменты позволяют нам не создавать в DOM-дереве дополнительные нод-элементы. Можно объявить React Fragment таким образом. Если сохраним и посмотрим, что у нас происходит здесь, то мы видим, что вот здесь у нас было обрамление дополнительный div, теперь его нету. Видите? То есть не создался дополнительный DOM-элемент. Но есть более короткая запись. Мы можем фрагменты сделать таким образом. Сохраняем. И, в принципе, видим, что ничего не поменялось. Но более короткая запись, и это более предпочтительно. И, кстати, обращаю ваше внимание, что блок JSX кода должен содержать только один элемент верхнего уровня. То есть вот здесь сделать еще тег P какой-нибудь будет ошибкой. То есть должен быть всегда быть один главный наш здесь элемент, и внутрь него уже можно будет передавать дерево элементов, то есть делать какую-то вложенность.
Следующее, про что мы поговорим, это про условную логику. Это одна из самых частых задач в построении динамического интерфейса. И в JSX внутри фигурных скобок можно писать любые JavaScript выражения. То есть вот здесь мы написали сейчас функцию, но здесь можно писать какие-то JavaScript выражения. Можем использовать какие-то тернарные операторы или там амперсанты там или, и так далее. Ну, давайте посмотрим. Уберем нашу вот эту всю функцию, наверное. И посмотрим, как здесь что можно сделать. Ну, к примеру, спросим, то есть если переменная is sun на солнечный день, то в таком случае мы будем показывать сообщение солнечно. А в ином случае будет отображаться пасмурно. Сейчас нам помогает Visual Studio Code и подсвечивает is sun is not defined, потому что переменную sun is sun мы нигде с вами не объявили. Давайте ее объявим. Пусть будет флаг true. И видим, да, у нас теперь отображается солнечно. Следующий момент, который мы с вами обсудим, что бывает такое, что в JSX конструкциях возвращают null. Давайте здесь null вернем. И в этом случае в дом дерева ничего не попадет. Ну, сейчас у нас всегда здесь будет true, поэтому для пробы... Ну, давайте сейчас флаг здесь выставим false и посмотрим. То есть, если false, мы попадаем именно в эту часть выражения. Видите, ничего в дом дерева не попало. Очень часто на практике вы столкнетесь с применением логических операторов. То есть вот эту конструкцию давайте немножко перепишем. То есть если у нас is sun true, то в таком случае у нас будет показываться элемент h1 солнечно. Здесь выставим флаг в true. Это очень важный такой прием. То есть, когда здесь может быть не только какой-то тег, да, h1, но здесь может быть целый компонент с какой-то логикой. То есть, к примеру, мы нажали на кнопку, и здесь будет отображаться, если кнопка нажата, то есть мы кликнули, произошло какое-то событие, то здесь, к примеру, покажется некоторое модальное окно. Ну, как вариант. Давайте посмотрим, что это все работает. И да, действительно, все работает. Так, как мы и ожидали. То есть здесь может быть так, или еще какие-то дополнения, да, то есть какие-то должны быть условия или что-то, какой-то, может быть, текст писаться и так далее. То есть здесь ограничивается лишь только вашей фантазией. JSX, он очень похож на HTML, но есть некоторые важные отличия. То есть для задания класса вместо класс мы пишем класс name. И здесь передаем класс. Ну, давайте его назовем weather. Погода. Вот таким образом объявляется класс. И по названию этого класса мы уже будем как-то стилизовать наш элемент. Еще в JSX отличается атрибут for у label. В JSX варианте требуется писать HTML4 вместо for. Давайте посмотрим. То есть у нас здесь есть элемент label. И здесь пишем HTML4. Ну, к примеру, title.
И здесь у нас будет некоторый input. С ID title. Вот таким образом. То есть, обращая внимание, здесь должен быть HTML4. Значит, для всех остальных свойств в JSX, вот видите, здесь у нас используется camel case. Вот вместо обычных HTML атрибутов. То есть, к примеру, где у нас есть вот h1. То есть в JavaScript здесь писался бы onClick. Но в React мы используем именно camel case. То есть должен быть onClick. Вот, и в данном случае можно сделать такую конструкцию, то есть вызывается анонимная функция, которая ничего не делает. Вот. Дальше давайте, вот мы задали, можем как-то стилизовать наш элемент через класс, но давайте рассмотрим еще как inline стили. То есть одна из фич JSX — это возможность задавать значение style в виде JavaScript объектов. Вот, в названии CSS свойств используется также camel case. Давайте вот здесь создадим некоторые переменные styles. Это объект. И здесь зададим какие-то свойства. К примеру, ширина 100, высота 100. Так, border, радиус 50%. Background color. Такой серого цвета. Ну и цвет текста внутри нашего круга, потому что border радиус 50%, будет черный. Сейчас это не столь важно. И дальше вот здесь, допустим, тег h1. Давайте сейчас я вот этот лейбл уберу, он нам сейчас не нужен. Здесь мы можем сделать style и передать сюда наш объект styles. И вот видите, что вот у нас как раз круг образовался. Мы застилизовали таким образом. Значит, можно указывать размерность для значения как самим, вот в процентах, а можно и не указывать. Тогда React это делает автоматически за нас. Сюда мы передавали некоторый объект styles, но мы можем задать это и без промежуточной какой-то переменной, а напрямую здесь указать, в общем-то, наши какие-то стили, используя двойные фигурные скобки. То есть вот таким вот образом. И здесь можем написать ширина 100, запятая, давайте там border радиус 50%. Вот таким образом, без этой переменной. Но здесь надо полностью сейчас все свойства описать, и тогда мы получим тот же самый круг. Просто перечислить. Но я думаю, логику вы здесь уже поняли. Сейчас давайте чуть удалим, может быть, лишнее, чтобы нам легче просто было здесь ориентироваться. Вот так, h1 оставим солнечно. Обратите внимание, что любой открывающий тег должен иметь свою пару, как и в HTML. Закрывающий тег. Видите, h1 у нас закрывается. Но если у элемента нет внутреннего содержимого, то тег должен быть самозакрывающимся. Давайте посмотрим, как это. Допустим, у нас будет тег. Вот мы уже писали input, мы уже делали с вами. Да? И давайте еще рассмотрим тег img.
И здесь какой-то передается путь до нашей картинки. Ну, не знаю, там лого PNG, к примеру. Сейчас он подсвечу, потому что у нас нет лого PNG. Комментарии. Допустим, мы хотим как-то оставить комментарий внутри нашего кода. Здесь ничего сложного нету. Давайте здесь... Так, что-то я чуть-чуть перепутал. Вот так и вот так. И здесь давайте напишем, что здесь, здесь какой-то комментарий. Сохраним. Но здесь мы сейчас с вами ничего не увидим, потому что, конечно, комментарии не передаются. Но вот таким образом мы можем комментировать. Так, давайте вот это теперь лишнее все удалим. Я думаю, теперь мы с вами уже все разобрали, что здесь происходит. Ну, strict mode это понятно, что это так же, как и в JavaScript. Здесь strict режим у нас используется, строгий режим. Вот, в этом уроке вы познакомились с JSX. Это расширение языка JavaScript, позволяет декларативно описывать пользовательский интерфейс. На этом способы применения JSX не заканчиваются, и еще больше вы узнаете по мере прохождения курса.